Мост в Крым атакован, Украина со Штатами сделала монстра, а в Челябинской области утонул храм. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Иран никогда не поставлял беспилотники России, но новое украинское ПВО сбило один на расстоянии 9 километров. Мы никогда не предоставляли России ни беспилотников, ни ракет для использования против Украины. В Соединенных Штатах не верят в прекращение огня в Украине, а Дмитрий Медведев показывает почему. Существование Украины смертельно опасно для украинцев. Россия собирается мстить за потерянные самолеты, но подлетать ближе будет вряд ли. В любом случае они будут это делать. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наши каналы. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Поехали. Продолжаем следить за ситуацией в Башкортостане. Я напомню, там люди выходили на улицу после ареста активиста Фаиля Алсынова, которого суд приговорил к 4 годам колонии общего режима. При разгоне протестующих силовики применили газ, полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников несанкционированной акции в городе Баймак. И об этом говорит глава Общественного совета МВД Республики. Может быть, еще не зная этой информации, к акции поддержки протестующих в Башкортостане присоединился Моргенштерн, как бы намекая на своей страничке о том, что он поддерживает людей, вышедших на улицу. Силы обороны Украины атаковали Чонгарский мост, который ведет с оккупированной Херсонщины в Крым. Об этом пишут сами оккупанты и их представители, например, Владимир Рогов. Система ПВО России сбила 2 ракеты Storm Shadow над Геническим округом. От места сбития данных ракет до Чонгарского моста всего 7 километров. Но вместе с тем оккупанты перекрыли почему-то движение по Чонгарскому и Крымскому мосту. Говорят, даже воздушная тревога в Севастополе объявлялась, но быстро была снята. А дым – это только лишь маскировка, говорит местный гуляй. В Соединенных Штатах Америки не верят в быстрое прекращение огня в Украине. Госсекретарь Блинкен намекает на то, что в эту игру нужно играть вдвоем. Послушайте, в данный момент я этого не вижу. Мы всегда открыты к этому, внимательны к этому, потому что украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но со стороны России должна быть готовность к взаимодействию, к добросовестным переговорам на основе базовых принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией. Теперь у вас есть Россия, которая в целом слабее в военном отношении, слабее экономически, слабее дипломатически. Европа избавилась от энергетической зависимости от России. Украинцы едины как никогда. Альянс НАТО сильнее, он больше, и в ближайшие недели он станет еще больше. Так что если отступить назад, стратегическая картина выглядит, как мне кажется, совсем иначе, чем те ежедневные вызовы, с которыми вы сталкиваетесь на поле боя. Мы видим, каким может и должно быть будущее Украины, независимо от того, где именно будут проведены границы. И это будущее, в котором она будет крепко стоять на собственных ногах, в военном, экономическом, демократическом плане. И все эти вещи взаимно укрепляют друг друга. Все это происходит на фоне постоянных обстрелов территории Украины российскими войсками и звучащими параллельно с этим заявлениями о мирных переговорах со стороны россиян. Ну а также заявлений Дмитрия Медведева, секретаря Совбеза Российской Федерации, о том, что Россия будет всегда теперь воевать против Украины. Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украины. Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Украина впервые применила ПВО, которое разработала вместе с Соединенными Штатами. В нем объединились сразу несколько систем и назвали это чудо Франкен-Сэм, видимо, от чудовища доктора Франкенштейна. Мы решили сделать самодельную ПВО, взяли советские компоненты и применили западные ракеты. Или брали западные установки и применяли к ним советские ракеты. Я рад сообщить, что одна из таких систем была впервые сегодня ночью успешно использована. Мы в 9 километрах сегодня сбили «Шахед», и это первое успешное использование такой системы. Министр, конечно, не назвал систему, о которой идет речь, но, скорее всего, это именно тот новый гибрид.
Издание Defense Express пишет, что Франкен-Сэм – это 3 ЗРК зенитно-ракетных комплекса, гибрид Бука и ракет Рим-7, советской РЛС радиолокационной станции и АИМ-9, а также еще одна самая мощная часть гибрида – это элементы Patriot. К слову о шахедах, один из которых сбила новая система ПВО. Оказывается, Иран никогда не поставлял России такие беспилотники. Все, видимо, показалось, это официальное заявление главы МИДа страны. Очень важный момент, который вы затронули, касаясь Украины. Мы никогда не предоставляли России ни беспилотников, ни ракет для использования против Украины. Видите ли, мы продали иранские беспилотники различным странам региона в рамках нашего оборонного сотрудничества. Знаете, любой стране несложно скопировать наши беспилотники, мы за это не отвечаем. Но даже в этом случае украинцы не предоставили нам никаких доказательств. Я несколько раз спрашивал их, применяли ли вы когда-нибудь оружие иранского производства против украинцев. И они неоднократно говорили нам, что мы не применяли никакого оружия иранского производства против Украины. И до сих пор Украина утверждает, они поднимают шум, что против них используются иранские беспилотники. Но они не предоставили нам ни одного доказательства, ни одного документа. Россия, вероятно, сможет восполнить потери в самолетах, подбитых над Азовским морем. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в очередном отчете. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и воздушном командном пункте Ил-22М. Уничтожение А-50, пишут в разведке, приведет к ограничению зон действия авиации РФ. То есть просто не будут далеко залетать. Тут есть и плюсы, и минусы. Плюсы, собственно, в том, что не будут далеко залетать, а минусы в том, что будут использовать чаще управляемые авиабомбы, которые очень трудно сбить и не так уж и просто обнаружить. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий, однако повышенная нагрузка на оставшиеся самолеты в сочетании с потерей экипажа, вероятно, будет ограничивать долгосрочную устойчивость миссии. Россияне, вероятно, будут пытаться возместить потерю, но останавливаться вряд ли. В воздушных силах ВСУ еще и говорят о мести за сбитые самолеты. Ну, в любом случае они будут это делать. Тут будем мы их контратаковать, или наносить им болезненные удары, но мы, по сути, защищаем свою страну. Сейчас же не просто так же А-50 летал мирно в Азовском море. Но он обеспечивал работу российской авиации, которые бросали по нас ракеты, бомбы и так далее. Поэтому в любом случае, накопив определенное количество ресурсов, беспилотников, ракет, они будут продолжать по нам запускать ракеты, дроны. Это в данном случае неизбежно. Россия от своих планов и путинский режим не отказывается. Напомню, издание Forbes несколько дней назад писало о том, что, скорее всего, украинские воздушные силы заманили в ловушку российские самолеты, уничтожив накануне несколько радаров и оставив уцелевшие ракетные батареи на полуострове Крым частично слепыми. Поэтому российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь. Они приказали одному из немногих оставшихся самолетов-радаров А-50У, которые обычно летают далеко на юге, над Азовским морем переместиться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие над большей частью Крыма. Об этом пишет Forbes. В Челябинской области утонул храм из снега, об этом пишет РБК. Купель на озере Тургаяк должен был осветить митрополит, но не будет этого делать, потому что храм ушел под воду. Обычно сначала вырезали прорубь, а потом строили часовню, но в этом году решили сделать наоборот. В Челябинской митрополии считают, что вся причина именно в этом. Храм на озере Тургаяк возводят каждый год к крещению, и он является копией храма апостолов Петра и Павла, который закрыли во времена СССР. Отказ от ископаемого топлива необходим, чтобы избежать глобальной климатической катастрофы. Об этом говорит генеральный секретарь ООН.
Наша планета по-прежнему движется к палящему повышению глобальной температуры на 3 градуса. Засухи, штормы, пожары и наводнения обрушиваются на страны и сообщества. Перед поездкой на переговоры ООН по климату в Дубае я своими глазами видел, как резко сокращаются гималайские ледники и ускоряется таяние ледяного щита в Антарктиде. И здесь, в Швейцарии, ледники исчезают на наших глазах. Некоторые навсегда, а другие потеряли 10% своего объема всего за последние 2 года. Такие быстрые изменения должны беспокоить всех нас. 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, но в будущем он может стать одним из самых прохладных. Позвольте мне еще раз четко заявить: постепенный отказ от ископаемого топлива необходим и неизбежен. Никакие уловки и тактики устрашения не изменят этого. Будем надеяться, что это не произойдет слишком поздно. В прошлом месяце на климатическом саммите около 200 стран договорились сокращать глобальное потребление ископаемого топлива, чтобы предотвратить худшие последствия для климата. Соглашение, которое было подписано после 2 недель переговоров, должно было стать сигналом для инвесторов и политиков о том, что мир должен расстаться с ископаемым топливом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.